Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшнюю распаковку, рубрику, в которой каждый желающий производитель или магазин может прислать свой толковый продукт, и мы о нем расскажем только правду, прибыл бюджетный Android смартфон Cubot Magic, дизайн которого сильно напоминает iPhone 7 Plus. Давайте разберемся, что может смартфон за $110. Будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Находящаяся на стадии становления компания Cubot уже вышла за пределы Китая и начала обосновываться не только в Америке и Европе, но и с недавних пор в России, активно продвигаясь на постсоветском пространстве. Компания позиционирует себя как бренд, который хорошо балансирует между качеством и ценой. А на примере свежего устройства Magic, которое только поступило на рынок, мы это и проверим с должным уровнем скепсиса. Краткие характеристики устройства на упаковке, а внутри помимо запечатанного смартфона, поставляемого с пахнущим резиновым чехлом за $1 и защитной 2.5D пленкой, идут руководства пользователя, причем на русском, что действительно удивило, кабель зарядки с классическим microUSB, Type-C до бюджетников такого класса доберется не скоро, и адаптер. Все, гарнитуры нет. С другой стороны, может оно и правильно, потому как более-менее неплохие наушники будут стоить треть цены смартфона, а класть кусок пластика, отдаленно напоминающий наушники и вызывающий кровотечение из ушей, однозначно не стоит. У меня с первого раза не получилось запустить смартфон. Думал, может, разрядился, но нет, кабель не решил проблему. Я уже со своими айфонами позабыл, что тут есть крышка батарейного отсека. Кстати, Cubot Magic полноценный двухсимочник с отдельным слотом под карту памяти, а не перекрывающий слот с симкой, как это делают другие производители, вынуждающие идти на компромисс. Так вот, оказалось, аккумулятор был попросту заклеен. Старая школа. С распаковкой покончили, переходим к корпусу. Дизайн Cubot Magic довольно сильно напоминает семерку. Присутствие широких рамок вокруг дисплея с 2.5D стеклом, двойная камера, двойная решетка в нижней части и черный глянцевый пластик, отдаленно напоминающий Jet Black. На этом, пожалуй, все сходства и заканчиваются. В нижней части лицевой панели 3 классические сенсорные кнопки, а вот наличие вспышки для селфи, которая сильно выделяется на фоне черного корпуса, раздражает. Да и зачем она нужна, непонятно. Слабый диод куда менее эффективен, чем вся поверхность экрана, который в тех же iPhone уже несколько лет используется в качестве вспышки. Рядом с ним расположился полезный индикатор уведомлений и зарядки. На нижнем торце 2 симметричные решетки под динамик и микрофон. На верхнем 3,5 мм джек и microUSB. На левой грани вообще ничего нет. А на правой раздельные кнопки регулировки громкости и питания. Лично я предпочитаю, когда кнопки или качелька регулировки громкости располагаются под указательным пальцем, то есть на противоположной грани, чтобы вслепую даже во время разговора комфортно добавлять или убавлять звук динамика. На тыльной части смартфона двойная камера с двухдиодной вспышкой, логотип Cubot и невероятно большие надписи с моделью, местом изготовления и стандартами. Шрифты тоже на любителя. В целом такая печать изрядно дешевит. Качество пластика среднее. Черный глянец еще по опыту владения 3GS излишне марок и непрактичен, а при отсутствии чехла легко покрывается царапинами и потертостями. Металл или стекло более предпочтительны и выглядят дороже, но не стоит забывать о цене. Сам корпус достаточно монолитен и не скрипит. К сборке нареканий нет. Смартфон производится только черного цвета, а пластиковая рамка, прикрывающая боковые грани по периметру, бывает серой или в цвете розовое золото. Ох уж этот Apple'овский мейнстрим. К 5-дюймовому IPS дисплею претензий также нет. Картинка близкая к идеалу, хоть и при очень скрупулезном рассмотрении все-таки можно заметить отдельные пиксели. Разрешение дисплея 1280 на 720 точек, а плотность пикселей составила приблизительно 298 ppi. Смартфон работает на кастомной прошивке Android 7.0 на 32 бита с минимальным количеством предустановленных утилит. Всего я насчитал 2. Одна для обновлений и вторая для работы второй сим-карты. 4G стандарт поддерживается, операционка без всяких оболочек, и это, как по мне, здорово. Но есть недочеты с локализацией. К примеру, в той же камере половина меню не переведено на русский язык. В остальном с локализацией все здорово. Узким местом платформы стал бюджетный процессор от MediaTek MT6737. Заменить бы его на Snapdragon, и дела в синтетике и играх пошли бы куда лучше. А так количество очков
значков на экране, и оно действительно оставляет желать лучшего. Запускал я две игрушки, Real Racing и танки. Последние пошли на минимальных настройках без проблем. Начинаешь выкручивать на средние, и при активных действиях заметно внушительная просадка FPS. В Real Racing пользовательских настроек графики нет, так что играть в таком случае без установки дополнительного ПО вообще невозможно. С костылями, конечно, все получится, но мы же говорим про возможности смартфона. А вот серфинг по операционке, приложениям и даже тяжелым в графическом плане страницам в Chrome комфортный. Все работает плавно. Основная двойная камера на 13 и 2 мегапикселя. Два сенсора предназначены для эффекта боке. В условиях хорошей освещенности снимки получаются очень даже неплохие, но достаточно снизить количество света, как появляются шумы. А если света еще меньше, то видеоискатель и вовсе выполняет свою функцию с задержкой. Фронтальная камера на 5 мегапикселей, для скайпа хватит. Рассказывать о цветопередачах, апертурах, режимах и прочих вещах я не буду. Это не камерафон, а бюджетный смартфон. Фотографировать можно, документы читаются, даже эффект боке можно получить. Больше ничего требовать не собираюсь. Очень расстроил тормознутый интерфейс штатной камеры и снимки, полученные в динамике. Переключение между режимами фото, видео, панорамой, боке и прочими довольно задумчиво. Я бы даже сказал, нереально тормознутая. Ситуацию смогут частично исправить сторонние приложения, но хотелось бы, чтобы все работало из коробки. И не так убого. Батарейка, несмотря на свою небольшую для такого класса смартфона емкость в 2600 мАч, держит полноценные сутки при активном использовании. В размеренном режиме эксплуатации максимум 1,5 дня. Смартфон идет с 3 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтной постоянной памяти, из которых пользовательских около 11 гигабайт. Расширить это дело можно microSD картой емкостью до 128 гигов. Подходя к любому вопросу в этом смартфоне, нужно всегда учитывать главный фактор. Это бюджетник стоимостью всего $110. Хотя во многих магазинах проводятся акции, купить новинку можно реально дешевле. И все претензии нужно делать относительно этой цены. Лично мне не понравились три вещи. Пластиковый корпус, который дешевит, вспышка на лицевой панели и уж больно бюджетный процессор. Хотелось бы еще, конечно, дактилоскопический датчик вместо пин-кода или графического пароля, но это, как ни крути, дорогая деталь. В остальном аппарат за свои деньги более чем. Вот даже если его сравнивать с моим недавним гостем Xiaomi Redmi 4, то он лишен этих недостатков. Ну и стоит почти в 2 раза дороже. Любые смартфоны всегда выбираются исходя из бюджета, а в QBot Magic соотношение цены и качества отличное. Ближайшим конкурентом обозреваемому является, пожалуй, лишь Xiaomi Redmi 4A. Но и там есть свои преимущества и недостатки. В комментариях к этому видео хочу увидеть лучшие, по вашему мнению, смартфоны до 100, 110 и до $200. Ну а на этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, делать лайки и репосты. Это лучшие слова благодарности. До скорых встреч, увидимся в следующем видео. Пока-пока.